пока альтернативный Гордон Фриман гасится с зомбями в пещерах Равенхольма в ожидании 40 тысяч лайков на этом видосе, не менее альтернативный повстанец сражается с солдафонами Альянса в другой точке планеты. С какой целью он это делает? А чтобы об этом узнать, давайте вернемся в начало его истории. Орел, за которого мы играем, Винсент Грин, только что прибывший в испытательный полигон для подготовки к войнушке. Действие происходит, как говорит полупрозрачный текст в начале, спустя долгое время после событий второго эпизода. Также игра сходу говорит нам о том, что повстанческие ребята активно используют восстанавливающие устройства, основанные на технологиях Альянса, что сыграет большую роль позже. И пока не поздно, думаю, можно сказать, что это мод на Half-Life 2 от русского разработчика, который сделал его, по сути, в одно лицо. Наименование этого мода Thundersleeves. Здешним аналогом костюма HEV является вот эта бронька с какими-то пластинками на ней. Приодевшись, меня встречает вот этот Mail 07 с кодовым именем Колберт. Этот штрих — капитан местного двора, который проводит меня на складик оружия, где мы впервые знакомимся с ружбайками мода. Дробовик Cloud 22 с 4 выстрелами, СМГ и пистолетик, который мужичок держит в 2 руках. В отличие от Half-Life 2, где Фриман по ублюдочному держит пестик в одной руке, автор мода обеспокоился эстетическим удовольствием игрока и заборол данную проблему, за что получил от меня дополнительный плюс. По наставлению Колберта отстреливают деревянных балбесов на полигоне, и тут внезапно выползает подавитель, но деревянный. Это новый вид врага, который представляет из себя солдатика, дубинку и 2 дрона, которые создают силовое непробиваемое поле. Как только дроны ломаются, сразу же отлетает и солдафоныч вместе с куполом. Затем по пути на второй полигон игрушечка учит заряжать костюм об электрические щитки, что в принципе является интересной и прикольной механикой, которая раскроется в полной мере молясика позже. Сразу же после этого еще одна механика со взломом дверей и всякого там разного. На букву С вызывается дрон, который взламывает щиток и позволяет открыть проход. Спидраню полигон. Получаю по ебасосине комплиментам от мистера Капитана и собираюсь к третьему этапу. Хотелось бы отметить проработку локаций. Видно, что модификейшн делался с душой. На картах куча разных мелочей, ребята заняты своими делами, в особенности вот этот парень. С таким серьезным и непоколебимым видом делает свою работу. Молодец! В комнате управления узнаем, что реальных боев с Альянсом не было уже 45 дней, а также знакомимся с Mail 09 в роли инженера Феликса, который только что релизнул свою новую турель, а поэтому меня направляют проверить ее эффективность на целевой аудитории. Долбит нормально. Финальным этапом туториала становится перегрузка от электричества. Бью по щитку, и бронька становится настолько сильной, что можно просто идти вперед, и все вокруг будет ломаться и умертвляться. В итоге проходим тренировочку, и нас принимает вампир-складик. Let's go! Этот щит просто crazy! Радоваться долго не пришлось, потому что сразу же после этого начинается что-то непонятное. И заставочка, которая напомнила мне State of Decay. На следующий день начинается импульсная волна комбайнов, после которой мы идем с Колбертом в другой центр управления, в котором узнаем, что связь с сектором D пропала. Самое главное, мы видим, что табличка, указывающая на количество дней без боев с комбайнами, обнулилась. Забавно получается. Прям как в той самой картинке. Короче, конкретно меня решают отправить в заброшенный район между секторами для дальнейшей встречи с Феликсом и бойцом по имени Зандер. И тут есть еще одна прикольная механика, которую я не сразу понял. На протяжении всей игры геймеру будут сбрасываться капсулы с припасами, а из этих 3 паков можно выбрать какой-то один. Капсула будет снабжена выбранным набором. Я натыкал все кнопки и помчал, толком не разобравшись. Выйдя наружу, нас встречает чисто American Story. Это явно не City-17 с его околороссийскими видами. Обалдеть! Какая большая куча хэдкрабов! И всего один зомбик. Вы знаете, смотрю на это все, и напоминает мне это дело ситуацию в современном геймдеве. Много 3D-художников, концепторов, геймдизайнеров, но совершенно нет умелых продюсеров. Да потому что информации о том, как стать продюсером игрушек, почти нет. Но выход есть. Не это. XYZ School с курсом продюсирования, который нацелен на то, чтобы из игрового проекта сделать money, real cash, guap. На курсе преподает продюсер Кирилл Заловкин, который выпустил 10 игр, из-за них налутал 13 номинаций и наград. Кирилл поделится своим опытом и расскажет о всех этапах запуска своей игрушечки от идеи до релиза. За 6 месяцев курса ты узнаешь, что
Хороший вопрос. Ты узнаешь, как анализировать игровой рынок, как управлять командой разработчиков, как найти финансирование для своего проекта, как рекламировать игру, чтобы привлечь к ней внимание, как опубликовать игру и поддерживать ее после выпуска. К концу курса ты будешь готов работать помощником продюсеров в студии или даже собрать собственную команду и выпустить собственную инди-игрушечку. Чтобы обучение на курсе проходило максимально эффективно, у каждого ученика есть наставник, который проверяет домашки и дает советы, как усовершенствовать скилл. Лучшие студенты устраиваются работать в Sperasoft, Trace Studio и Ubisoft. 90 тысяч студентов уже выбрали XYZ, и даже мой бывший одноклассник, Славян, братанчик, дай краба. Здорово, Славка, здорово. А поэтому попробуй ты. По данному промокодику приобретай этот или другой курс со скидкой до 40%. Выбор, как мы видим, имеется. Плюс бонус получишь месяц подписки XYZ Plus, который открывает доступ к 50 дополнительным мастер-классам. Вот так вот. Ну а пока все ушли учиться, я помчал. Далее, как и присуще всем играм серии Half-Life, весь геймплей строится на бегалке-стрелялке с элементами головолома. Локации АТАС. С Skyfall 2 не идут ни в какое сравнение. Кроме того, аудиокассеты с записями приятно щекочут интерес к лору. Интересно, что повстанческие зомби тоже могут быть заряжены перегрузом и будут дамажить электричеством игрока. Правда, не ясно, почему персонаж при наличии такого же жилета получает урон, а не наоборот заряжает броньку. Но это дело 10-е. Попрыгав по местным окрестностям, добираюсь до вот сюда вот. За дверью нас встречают Феликс и Зандер. Ребят, здорово. Здорово, пацаны, давно не виделись. Нам с ребяточками скинули капсулу с турелью и припасами, которая влетела в это здание. А поэтому мне нужно пробраться вовнутрь, забрать турель и открыть дверь. Толян. Пробраться внутрь можно через эту вентиляционную шахту, в которой за углом прячется хэдкраб с каким-то странным приспособлением. Хорошо, что я сохранился перед тем, как лезть в эту вентиляцию. Теперь я предупрежден и вооружен. Забираю турель, решаю головоломочки, а ребята пока отстреливаются от орд зомби. Нихуя себе. Проход открыт. Идем с босяками в какую-то канализейшн, где происходит очередная импульсная волна, от которой турелька ломается. Благополучно забиваем на нее пинос и добираемся до сектора D. В местном центре управления инженер Феликс пытается найти решение проблем с электричеством. Но в этот момент на нас нападают комбайнеры! Начинается мегазамес с солдафонычами. Trapaholics mixtapes. В итоге заключительным боем становится сражение с подавителем. В этот раз уже настоящим. Мужчина отлетает. Вот он, кстати. По итогу очередная вспышка вырубает меня на время, а всех окружающих на постоянной основе. Мистер Капитан Колберт находит меня и говорит, что Альянс переконфигурировал все наши системы против нас же. Отбиваем оставшихся комбайнеров, и вот мы находимся в моменте, с которого я и начал рассказ. Всем привет. Прячемся в помещении и узнаем, что Альянс окончательно забрал контроль над всей техникой. Дроны теперь очень странно себя ведут. Что же он хочет? В общем, дроны теперь наши антидрузья. Одни взрываются, а другие распыляют отравляющий газ. Происходит скоростное решение головоломки для того, чтобы выбраться отсюда. И вот мы уже с ребятами решаем, кто же отправится в Винтаун для активации радиовышки, которая нужна для того, чтобы предупредить остальные сектора о нападении Альянса. Пока не знаю, кому досталась эта участь, но не завидую я тому. Ребята, а вы что на меня так смотрите? Ладно, я поехал, друзья. Давайте, удачки. Чтобы проехать дальше, на полях я активирую ветряную мельницу, какую-то вышку и вот эту штуку. Локация, конечно, красивая, но на ней у меня было меньше всего FPS за всю игру. Кадров 40-50. Вот мы, наконец, в Винтауне. Встречаемся с Колбертом и остальными господами. Немного сражаемся с монстриками-чудиками и пробираемся в туннель, ведущий к радиовышке. На финишной прямой около радиовышки припарковался большой трехногий хэдкраб синтетического происхождения, который решил потратить все свои силы на 4 солдатиков, вместо того, чтобы уничтожить радиовышку, находящуюся у него за спиной. Неудивительно, почему Альянс все никак не может победить в войне против людей. Взрываю чудика, влетаю на радиовышечку, активирую сигнал
сигнал, и Колберт передает послание всем базам о нападении. А я, без возможности спуститься вниз, послушно жду своей участи. Страйдеры наконец догадались атаковать вышку. И вот главный герой уже валяется в полумертвом состоянии на земле. Капитан пытается вытащить его, но, к сожалению, отлетает от Страйдера. В самом конце мы видим полуразрушенный город и слышим сообщение от одного из лидеров, говорящего о том, что приехать помощь не успела. Отряд развален, а всем остальным сидеть и не высовываться. Это, кстати, была плохая концовка. Все верно, в игре несколько концовочек. Чтобы узнать настоящий эпилог, советую вам пройти мод самому, если вы такой же любитель старой дресней по типу второго Half-Life, как и я. Во время прохождения почувствовал себя школьничком, впервые играющим во второй Half-Life. Приятно и тепло на душе. Моя оценочка моду Good Nice Very Nice из 10.